Альтсезон. Слово, которое нельзя произносить. И в этом видео мы поговорим, когда же начнется этот альтсезон, когда начнется рост альткоинов. Я приведу вам графики, цифры. Вы сами посмотрите и примите свое решение, верить мне или нет. Поэтому смотрите видос до конца, поставьте ему лайк, он бесплатный, мне будет очень приятно. Если вы здесь новенький, то подписывайтесь. А мы погнали к видео. Важно понимать, за счет чего начинается альтсезон. За счет перелива ликвидности из биткоина в альткоины. Крупный капитал, хедж-фонды, разные маркетмейкеры и прочие люди, они хотят умножить бабки, которые они заработали на биткоине, либо на своей работе. И для этого они включают риск-он. Они начинают заходить в рискованные активы, тем самым пампить их. Вообще они заранее набирают позицию, потом начинаются первые пампы тестовые, если народ подхватывает, то начинается все лететь дальше. Но сейчас у народа нет денег. У нас сейчас повышенные ставки, нету печати денег, поэтому сейчас альтсезон в принципе начаться вряд ли может быть. Ну это очень маленький шанс, что начнется сейчас. Как только ФРС даст, начнет снижать ставку, начнет печатать деньги, тогда возможен альтсезон. Пока что этого не случилось в США, поэтому ждем, когда это случится. И я думаю, что это будет уже в 2025 году, потому что Трамп очень сильно давит на ФРС. Вы должны помнить, что альтсезон делается не для вас, не чтобы ты заработал. Это делается, чтобы крупный капитал умножил уже имеющийся кэш. Мы можем лишь только присосаться и откусить часть пирога. И альтсезон у нас происходит всегда после роста биткоина. У нас биткоин ставит пик. Пока что в этом цикле биткоин еще, я думаю, не поставил свой пик. Как только биткоин поставит свой пик, тогда возможен альтсезон перелив ликвидности из биткоина в альткоины. Ориентировочно пики по BTC, смотрите, есть трендовые с 2017 года и с 2021 года. Если мы проведем, то у нас линия будет где-то вот здесь вот. То есть 120 тысяч долларов. Как я и говорил, 120-140 тысяч долларов это моя, в принципе, цель на этот цикл. Вот, это вполне нормальная, реальная цель. Да, мы можем пробить ее, пойти выше, но 120 тысяч долларов это вполне нормальная цель, после которой может реально начаться перелив ликвидности из битка в альты. Опять же, когда это случится, никто не знает. Также можно посмотреть на Total 3 и на Total, в принципе, Total у нас market cap всего крипторынка. Сейчас он 3,27 триллионов долларов. И мы сломали нисходящий тренд. То есть, когда у нас происходил слом нисходящего тренда, можно здесь посмотреть, провести линию. Бам, линия, проводим. Нисходящий тренд сломан, у нас идет памп. Нисходящий тренд сломан, у нас идет памп. Куда он продлится, сюда, сюда, либо сюда, никто не знает. В любом случае, нисходящий тренд сломан, и мы находимся в восходящем тренде. Если посмотреть Total 3, это уже market cap за исключением BTC и эфириума, то мы тоже сломали нисходящий тренд, и у нас, возможно, скоро начнется рост на новые максимумы. Мы даже когда в конце 2024 года росли, мы не обновили прошлые пики. Ну ладно, обновили, ну прям совсем чуть-чуть. И это как бы не круто, потому что денежная масса растет, а мы не можем даже дорасти до 2021 года по рынку альткоинов. Поэтому как бы очень слабовато. Поэтому я думаю, что мы поставим пики вот в этом витке роста, который сейчас зарождается, вот только импульс начался. Мы поставим новые пики по рынку альткоинов. Но, конечно, график доминации BTC, он нам говорит о том, где бабки лежат, в битке либо в альтах. И мы видим, что бабки лежат в битке, потому что доминация 63%. Это значит, что 63% всей денежной массы крипторынка лежит в биткоине. Соответственно, вот мы видим, то, что у нас доминация растет, потому что рост биткоин, потому что в основном бабки шли в биткоин. Когда у нас доминация снижается, тогда у нас идет рост альткоинов, то есть перелив ликвидности, перелив денег из биткоина в альткоины. Прямо сейчас мы находимся в восходящем канале, и мы подошли к буферной зоне этого канала. И причем у нас здесь есть еще трендовая линия, вот такая, не трендовая, точнее уровень есть. И мы к этому уровню тоже подошли и отскочили от него. И при этом еще это совпало с буферной зоной. Поэтому это была сильная зона разворота. Соответственно, мы увидели коррекцию по альткоинам. Увидели рост. И как только доминация начала скакивать, мы увидели коррекцию по альтам. Эта буферная линия, буферная зона у нас очень часто приводила к отскоку доминации и дальше продолжению роста. Вот здесь у нас был шанс на альтсезон, когда мы пробили буферную зону, но, к сожалению, мы не пробили канал, и мы отскочили от нижней границы восходящего канала и прошли дальше в рост. Сейчас у нас опять же такая ситуация вырисовывается. Желательно было бы, конечно, импульсом это все пробивать, но так как мы получили отскок, возможно, мы дойдем до сюда, до 64, то есть альтам будет опять больно, возможно, даже выше пойдем. И потом будем еще раз тестировать эту буферную зону и, возможно, ее пробивать. Но, как видите, она очень сильная, и она у нас часто выдерживала. Либо мы здесь проторговывались, чуть-чуть заходили за нее, потом снова рост. Либо пробивали, но потом возвращались. Поэтому пока что мы находимся в восходящем канале по доминации BTC. Ни о каком альтсезоне речи быть не может. Альтсезон может начаться, когда мы пробьем эту зону. Мои цели это 50-45. Если мы сюда спустимся, то я буду фиксировать свои сумки альтов, потому что уже большая часть денег из биткоина перельется в альткоины, и они будут стоить гораздо дороже, чем сейчас стоят, соответственно. Поэтому
Поэтому мои цели по доминации это 50-45. Пока что такого нету, и пока что находимся в восходящем канале, поэтому рано говорить о альтсезоне. Также еще один график, который нам говорит о том, начался альтсезон или нет. Это соотношение эфириума к биткоину. Мы получили отскок, вот этот вот отскок. И возможно, если мы начнем дальше торговаться, повышать минимум и максимум, то есть начнется восходящий тренд, тогда можно будет говорить о том, что альтсезон зарождается. Сейчас вот этот вот отскок, он ничего не значит. Смотрите, здесь тоже был отскок, все там эфириум к битку рос, альты росли, и потом снова понижение. Сейчас точно такой же отскок. Что будет дальше, пока что неизвестно, никто этого не знает. Если мы здесь увидим восходящий тренд, повышающийся минимум, максимумы, то есть как-то так это будет выглядеть, вот так вот будет у нас получается бам, отскок, как вот рост, тогда да, можно будет говорить о том, что альтсезон зарождается. Сейчас, пока что сейчас мы не можем говорить о том, что альтсезон начался. Как минимум мы должны здесь увидеть несколько месяцев проторговки в восходящем тренде эфириума к биткоину. Ну и сами альты, давайте посмотрим. Альты у нас на этом отскоке по доминации дали неплохой такой рост. Обычный альткоин дали где-то 50-60% роста. Вот даже сотку есть, Ape дал. Хайп вообще себя отлично чувствует, его даже можно не рассматривать. И ENS тоже дал от своего локального дна неплохо так рост, вот 100% даже дал. И в принципе альты себя чувствуют неплохо, потому что опять же доминация снизилась, ликвидность немножко перелилась в альты. Вот, я рекомендую вам присмотреться к Ondo. Я сегодня писал в своем телеграм-канале про этот актив, потому что очень сильный. Посмотрите, как он удерживает минимумы, и при этом он держится лучше другого рынка альткоинов и растет на росте тоже хорошо. Это один из самых топовых активов в сфере РВА, токенизации активов. Вот, поэтому присмотритесь, у меня на канале есть обзор Ondo, тоже чекните. И LDO есть обзор, тоже можете присмотреться. Это с эфириумом связаны, со стейкингом. При этом рынок мемкоинов чувствует себя гораздо лучше, чем рынок обычных альтов. Посмотрите, Pepe сколько дал. Практически 200% роста. PopCat, посмотрим, сколько он от 1 дал. Вот, но рост, пожалуйста, 380% роста. Мок, каждый мок, как говорится, каждый мок, сколько он дал. Ну, тоже неплохо дал. Бам, со дна, сюда, 357% роста. То есть мемкоины, как и были раннерами этого цикла, так и ими остаются. Поэтому как бы мемкоины и будут дальше продолжать перформить в этом цикле. И если вы это не понимаете, то очень жаль. У меня в портфеле есть мемкоины, но маленькая часть их. То есть у меня там 10% моего портфеля в мемкоинах только. Все остальное это альты. И немного битка и эфириума. А теперь давайте разберемся, как начинается тот самый альтсезон, как вытряхивают людей из альткоинов и начинается тот самый масштабный рост. Самый наглядный пример это токен BNB. Мы на нем можем посмотреть, как происходил рост его в 2021 году. Смотрите, у нас зачастую на рынке альткоинов, на графике альткоина происходит 4 мощные капитуляции. По BNB это была капитуляция на минус 77%, то есть капитуляция это сильная коррекция, когда слабые руки не выдерживают и выходят. Потом у нас была коррекция от этого локального пика до локального лоу 76%. Далее у нас был рост с обновлением хаев. И от этих хаев мы упали на 70%, если брать вот этот локальный лоу. Если брать еще ниже, то упали на 84%. И потом с этого локального пика мы упали еще на 76%. То есть у нас происходит 4 жесткие капитуляции, где вытряхивают максимальный ритейл, чтобы они не верили, что актив будет расти. Далее происходит самое интересное, то, где большинство сдается и прям максимально уже выходит. Как только у нас был такой вот боковик, причем это затяжной, посмотрите, это было, знаете, с какого года? С 2017 года по 2020 год. То есть, прикиньте, 3 года людей мурыжили, прямо как сейчас происходит, 3 года людей мурыжили, и когда уже, ну, опять же, цена подходит к пику, к прошлому пику, и это все происходит на негативе, прям как сейчас у нас. Соответственно, мы на негативе растем, никто не верит, что будет рост, и вот здесь вот в этой зоне, когда мы обновляем пик, либо вот возле этого пика большинство выходит. Они выходят в минус, либо небольшой плюс, но неважно, они продают все свои позиции, потому что они уже задолбались ждать 3 года, их постоянно вытряхивают, актив не растет, короче, BNB скам, и далее происходит самое интересное. Как только большинство вышло, происходит самое интересное. Это происходит вот такая вот палка вверх просто. Ну, это, естественно, не одним днем, это дневной график, и каждая свечка это один день, посмотрите, сколько тут дней было. И происходит это самое интересное, то есть рост, когда вышло большинство людей. И это можно посмотреть на практически любом альткоине, очень такая часто структура, которая встречается. 4 жесткие капитуляции, как только мы подходим к прошлому пику. Большинство на негативе выходит, потому что не верят. Еще у нас, видите, какая проторговка была затяжная достаточно. И люди такие, блин, задолбал этот актив, и все, мы выходим. И потом начинается тот самый To The Moon альтсезон. Посмотрите любой актив. Давайте возьмем на примере, вот, кстати, сегодня смотрели LDO. Вот на LDO можно и посмотреть. Сколько у нас было капитуляций? Капитуляция. 1, капитуляция. 2, капитуляция. 3, капитуляция. 4. Прямо сейчас либо она закончилась, либо она здесь вот закончилась, и мы возвращаемся в рост. Либо мы еще увидим чуть ниже. В любом случае 4 капитуляции произошло, причем график очень похож на BNB, то есть у нас накопление точно такое же. Памп, дамп, памп, дамп, памп, дамп, памп, дамп.
Вот, и у нас очень похож график на накопление. То есть вот это все, это большое накопление. Когда мы будем подходить к этим пикам, вот к $4, это будет все на негативе, здесь будет на негативе, мы сюда дойдем, здесь это все будет на негативе, люди не будут верить, что типа все, наконец-таки альтсезон начался, они будут фиксировать свои позиции, опять же, в ноль, либо в безубыток, либо небольшой профит, и когда большинство выйдет вот здесь вот, начнется самое интересное. Начнется самое интересное, ребята. Но большинство до этого, конечно, не досидит, они мне не поверят, они скажут, что ты несешь какой-то бред. Пожалуйста, я надеюсь, вы выйдете по $4 с LDO и оставите ракету для тех, кто понимает, куда идет график и куда движутся деньги. Поэтому, вот, соответственно, на LDO такая ситуация. Давайте откроем еще какой-нибудь токен, тот же Aptos. Aptos один из моих любимых токенов, давайте его посмотрим тоже. Там тоже 4 капитуляции, сразу вам скажу. Вау, вот так вот, смотрите, 70%, 76, 77, 74, причем все на 70%. Точно так же график находится в накоплении. То есть у нас была капитуляция после листинга, памп, капитуляция, памп, капитуляция, памп, капитуляция. Прямо сейчас либо она завершается, либо мы чуть-чуть ниже уйдем. Но в любом случае мы здесь скоро узнаем. Если она здесь завершается, то, естественно, у нас потом будет восходящий тренд. И после вот этого вот, когда мы подойдем к этим пикам, $19, вау, это же $19, там с 3 баксов, с 4, с 5, он дал там $19-20, надо выходить, фиксироваться. Ну и потом начинается самое интересное, как говорится. Потом начинается самое интересное, где уже большинство людей не будет сидеть в позиции, они будут уже по хаям покупать, будет заходить новый ритейл, новые игроки, те, кто про крипту слышал, но не знали, они будут заходить, говорить: о, Aptos технология, там же Franklin Templeton, там же BlackRock, нужно покупать эту технологию, они же там топ-1. Ну и будут на хаях покупать там Aptos по 150, по 200 баксов. Соответственно, так и работает рынок. Но при этом важно понимать, давайте вернемся к BNB. Я вам показал 4 очень жесткие капитуляции. Но помимо этого, на росте, когда мы будем расти, будут еще коррекции. То есть это не значит, что мы все без коррекции будем дальше расти. Вот здесь вот, когда капитуляции уже прошли основные, у нас были коррекции, смотрите, отсюда до отсюда. Сколько? 33%, да. Здесь была капитуляция, здесь капитуляция. После этого на росте у нас были капитуляции, здесь вот у нас были выносы. Если посмотреть, то сколько у нас были выносы. Бам, до лоу. На 20% вынос. Здесь у нас была вот такая небольшая проторговка, тоже с выносами. Тоже можно посмотреть, сколько тут была коррекция. Бам, бам, 45%, 46%. Вот, тут будут коррекции, будут вытряхивать, ребят, до хая. Досидит просто, ну, менее 1%, там 0,001%, кто досидит до хая и действительно продаст на хаях. Поэтому важно фиксировать позицию по мере роста цены. Опять же, если у вас X2 на токене, то обязательно забирайте вложенное. Давайте еще какой-нибудь токен посмотрим, давайте арбитром посмотрим. Точно так же скажу, что тут 4 капитуляции. Соответственно, у нас сейчас 4 либо завершается, либо продолжается. Вот у нас раз капитуляция на 50%, на 44%, 82%, тут как бы слабые капитуляции. Вообще, эту вот можно взять как одну. Ну ладно, возьмем как за 2. И вот сейчас капитуляция на 80%. Она либо завершается, и мы идем в восходящий тренд, либо еще немножко продолжится, мы обновим лоу и далее пойдем наверх. То есть 4 основные капитуляции. И так по большинству рынка альткоинов. И опять же, как я говорил, рост будет на негативе. Арбитрум вернется к хаям, здесь вот будет все на негативе. Люди будут говорить: все, я выхожу наконец-таки арбитрум, я там покупал его по $2, наконец-таки там выйду в свои 20% профита и забуду про этот актив как страшный сон, про криптовалюту. И потом начнется самое интересное. Опять же, это лишь мои мысли, мои действия, которые собираюсь делать. Я не собираюсь здесь фиксироваться. Я собираюсь ждать полноценного перелива ликвидности из биткоина в альткоины, когда будет, ну, самый масштабный рост. Вот, я буду там фиксироваться, мне не интересуют локальные движения. Опять же, я вам показал на графиках, как это выглядит, показал на токене BNB, как это выглядело в прошлом цикле, как выглядит это на большинстве альтов. Пока альткоины крайне недооценены по отношению к биткоину, есть смысл накапливать. Как минимум, я сейчас покупаю. Я вот недавно покупал Ondo и буду еще докупать альты по мере появления кэша у меня. Опять же, когда будет рост, сейчас вот люди говорят: так у меня нет денег усредняться. А когда будет рост, у всех резко деньги появляются, и все начинают покупать. Ну, как обычно, на скидках никто не хочет брать, когда у нас все растет, люди начинают: а что купить? А какой актив купить? А какие альткоины дадут иксы? Это неправильно, это мышление хомяка. Вы должны покупать на коррекциях, на скидках, не на росте, ребят. На росте покупают хомяки, соответственно, когда там активы дают в большое количество иксов, там хомяки уже заходят, говорят: это топ-актив. Вот как было с XRP. Вот у меня в чате чувак писал по XRP: блин, там с 30 центов он вырос там до $2-3, а пора покупать. Ну просто хомячее мышление, хомячее мышление. Почему люди не покупают здесь на коррекции? Почему люди в накоплении не покупают? Почему люди хотят покупать на хаях? Я искренне этого не понимаю. У меня, может, какой-то там родился какой-то особенный или что. Но я не понимаю, почему люди не хотят покупать на скидках и на коррекциях, на накоплениях. Просто, я не понимаю этого. Если вы это тоже не понимаете, то жму вам руку, мы с вами в одной лодке будем с вами пожимать плоды будущего альтсезона. Поэтому такие мысли у меня на данный момент. Когда альтсезон будет, никто не знает. Ориентировочная дата, возможно, кстати, это лето будет особенно необычным, потому что все так привыкли, что sell on May and go away, то есть продаем в мае и чилим дальше.
А сейчас может быть такое, что в мае рынок разгонится, люди начнут продавать, выходить, а летом-то он продолжит разгоняться, и где-нибудь в августе мы поставим пик, и дальше будет коррекция, потому что многие ждут, что пик рынка будет в 4-м квартале. Поэтому у нас лето может быть интересно, опять же, это догадки, никто не знает, но это столько переменных факторов на это влияет, что невозможно предугадать, когда будет альтсезон. Поэтому я в любом случае его жду в этом году, либо начало в этом году, либо пик в этом году. Посмотрим. У нас есть графики, у нас есть факторы, на которые мы опираемся и будем смотреть по ситуации. Опять же, я буду вам сообщать о своих действиях на этом YouTube канале, в своем Telegram канале. Поэтому обязательно подписывайтесь на Bendy Gang, ссылочка находится в описании. Здесь публикую информацию по криптовалюте, свои мысли по рынку, много всего интересного, ончейн данные, ончейн анализ. Поэтому залетайте. Будет очень классно и интересно, ссылочка на мой телеграм-канал находится в описании. Также у меня есть закрытое сообщество, которое называется Криптобаза. Здесь у нас есть чатик, где мы общаемся, есть у нас сливы с приватных сообществ, то есть здесь публикуется информация с других приваток, что там блогеры пишут, здесь у нас все публикуется, Малолетов, Трейдер 820, разные другие ребята, сюда скидывается информация. Новости, инвестиции, что я лично делаю, как я говорил, что я покупаю Ондо, вот на 100 баксов покупал Ондо вчера буквально, и вот здесь вот я рассказываю о своих покупках в своем портфеле. Далее спот трейдинг, здесь публикуются сигналы по мемкоинам, трейдинг, там даются сигналы по трейдингу. Курс по трейдингу, если вы прям 0, то можете зайти туда и обучиться трейдингу с нуля. Вкладочка образования, там полезные видео, статьи, сливы курсов. Здесь огромная база платных курсов от топовых трейдеров, которые стоят десятки тысяч долларов. Это все получаете, вступив в криптобазу. Также есть обзор проектов, где я обозреваю, соответственно, проекты. DEX торговля, можете обучиться торговать с мемкоинами, как анализировать контракты и много другое. Короче, криптобаза это must-have для тех, кто хочет научиться зарабатывать на криптовалюте и общаться в топовом комьюнити. Поэтому залетайте, ссылочка находится в описании, можете более подробно ознакомиться. Ну что, такое видео получилось, надеюсь, оно было полезным. Если это так, то влепите лайк, мне будет очень приятно. Пишите комментарии, что делаете вы, покупаете ли в альткоины, верите вы в альтсезон или нет, продали вы все, будет интересно почитать. Подписывайтесь, если вы здесь новенькие, смотрите другие ролики на нашем канале. Но мы с вами увидимся в следующих видео. Всем удачи, всем пока!